Всем привет, народ! Сегодня у нас очередной ролик по Web3 геймингу, потому что у нас Telegram со своими мини-апками разочаровывает, а в принципе мы уже привыкли играть и ждать каких-то денег, каких-то аирдропов. Но для чего ждать аирдропа по полгода, по году, как TapSwap, допустим, выполнять кучу действий, тратить кучу времени и иногда даже деньги свои собственные, чтобы потом в конце, через полгода, через год вам ничего не дали, вы ушли в минус и в итоге тратили свое время на неинтересные вам вещи и не заработали денег. И перед началом я вам крайне не советую заходить в подобные проекты, вносить сюда донаты, не тратьте свое время, не тратьте свои деньги на всякую ерунду, не поступайте так, как поступаю и я. Лучше просто ради развлекательного контента смотрите такие ролики, а я начинаю. И что же у нас находится на экране? Мы находимся на официальном сайте, на котором на заставке вот такая вот демоническая у нас девушка. Сайт называется Seraph. Можно сказать Серафимия, как-то, страна так называется, получается, у нас, и либо регион. Игра называется сама Seraph in the Darkness. Seraph in the Darkness это у нас RPG, получается, игра. И сразу скажу, те люди, которые меня смотрят, если из вас есть дикие фанаты Diablo, как и я, то welcome в Seraph in the Darkness. Это получается точная копия Diablo, в которой мы плюс еще можем внутри этой игры зарабатывать на маркетплейсе, выполняя задания и тому подобное. То есть зарабатывать внутриигровые поинты, которые мы можем конвертировать потом впоследствии в токены и продавать, грубо говоря, их разработчикам, обменивать, то есть на какие-то деньги. То есть даже на USDT-шечки. Я, честно, сам еще до этого не дошел, игру только начал играть. Так что, как это все происходит, я смотрел только в роликах, читал статьи, но, в принципе, люди, как это все описывают, это все реально. Не такие это великие деньги, то есть миллионы вы здесь не заработаете. Но, в принципе, играя в интересную игру, тем более, если вы фанат Diablo, и если вам это нравится, это прокачки, разные камешки, улучшение своего снаряжения, сапфиры, алмазы и тому подобное, то, в принципе, это игра для вас, и получая наслаждение от самого процесса, вы еще можете потом немножечко на этом зарабатывать. В конце кратенько расскажу, как это приблизительно делается, а давайте сейчас переходить к обзору основного их сайта и расскажу, что здесь как сделать, как зарегистрироваться и что нужно для того, чтобы начать играть в Seraph in the Darkness. Здесь вот на заглавной странице мы можем играть либо с ПК, скачав лаунчер, либо с андроида. Но я не думаю, что с андроида будет удобно играть. Я не пробовал, в принципе, на телефон его скачивать. Но на ПК я его скачал. И, в принципе, удобное тоже управление, как и в Diablo. Покажу вам даже, зайду в свой аккаунт, покажу, как это приблизительно выглядит. Сразу поймете, что это Diablo один в один. Все. Далее, что мы здесь видим? У них есть белая книга, white paper, да, получается, дорожная карта. К дорожной карте мы перейдем сейчас и посмотрим. История, стратегия и торговая площадка, тот же marketplace, на котором торгуется все. Тоже на него перейдем и посмотрим. Спасение Серафосия, получается. Серафосия, вот она, страна Серафосия. Создаем роль, оборудование, все то же самое. Итак, здесь на заглавной странице занятия, что у нас есть? Волшебница, Валькирия, та же самая амазонка, некромант, как в Diablo, да, и варвар, как в Diablo. Но здесь они еще не указали на картиночке, его нету, но я уже себе взял. Здесь также есть, как и в Diablo, еще друид, получается, друид есть, я играю за друида. Качаю его в танка с хорошим дамагом, в принципе, за Вервульфа, ветку Вервульфа качаю сейчас. И кратенько, быстренько скажу, что я играю сейчас free-to-play, играю абсолютно бесплатно. Можно приобрести сразу, получается, себе аккаунт с 60 уровнем, то есть начать сразу вот ходить в рейды, зарабатывать, лутать шмот, получается, лутать разные обломки NFT шмота, да, и продавать все это на маркетплейсе. Но я решил пойти более долгим путем, то есть самому раскачаться с 1 до 60 уровня free-to-play, чтобы туда попасть. Вот, честно, не скажу, сколько стоит премиум аккаунт, потому что даже не интересовался, мне это не интересно. Я хочу подпривыкнуть к местному
колориту всего, потому что от Diablo все равно немножечко это все отличается, совсем чуть-чуть, совсем малость, да, но все-таки подпривыкнуть, я уже давно не играл в Diablo, так что welcome, дальше идем. Дорожная карта. В 2021 году они начали все это разрабатывать, в конце 2021 года, получается, начали все это разрабатывать, а в 2023 году во втором квартале они на альфа-тест все это запустили, запуск веб-пейпера, техническое испытание и тому подобное. В 2023 году в третьем квартале, почти под конец осенью, получается, было бета-тестирование, тестирование игровых процессов, расширение, запуск NFT и тому подобное. В конце 2023 года был тест хаоса наследия, тестирование экономических моделей, то есть все шли тесты. И вот в 2024 году запустился их токен SRF, да, на IDO, вышла Steam-версия, да, в Steam есть эта игра, да, вышла мобильная версия, запуск соул-серии NFT, подписи Southpar. Southpar — это вот и есть та внутриигровая валюта, за которую все приобретается. Ну, помимо золотых монеток, все приобретается. И на ней мы зарабатываем, на Southpar. Вот. И в будущем это сезонные обновления, сотрудничество в области IP, большие PvP, социальные геймплеи и совместное создание контента с сообществом. Вот такая вот дорожная карта, в принципе, здесь все понятно, но игра уже идет, и люди уже давно играют, так что я ворвался поздноватенько, конечно, но все же, надеюсь, успею дойти до какого-нибудь достижения, да, и показать вам, как это все происходит, как это все выводится. Давайте перейдем на Marketplace быстренько, это ActPass, получается, и... Что у нас по маркетплейсу? Их маркетплейсу приблизительно вот сейчас вам покажу. То есть перчатки сокровища, у них есть номер, их определенный. И цена сейчас на маркетплейсе $112. Ну, приблизительно вы понимаете, насколько это все реально. Уровень предмета 30, источник предмета хаос, ценность сокровища 13, энергия 2000. И это NFT-шка, которую мы можем приобрести, получается. Восстановление здоровья при попадании 18, финальный урон получения минус 3%. Итак, есть здесь вот такая вот NFT-шечка, и сразу забегу вперед, скажу, что здесь, как и в любой Web3 игре, люди с NFT-шками зарабатывают внутриигровых предметов NFT гораздо больше, чем фри-ту-плейщики, кто играет бесплатно. У них больше возможностей у владельцев NFT-шек. Так что здесь, если зарабатывать, именно прям очень серьезно зарабатывать, придется здесь для начала разориться. Давайте перейдем обратно на Marketplace. И вот те самые Southpar. Southpar, внутриигровая валюта, ее здесь... Никак не ее прям продают, ее здесь конвертируют в ящике Southpar, вот в такую NFT-шечку. Они есть по 2000, по 5000 и по 10 тысяч Southpar'ов. Вы ее конвертируете в NFT-шечку и уже эту NFT-шечку продаете, получается. И на маркетплейсе люди тоже могут приобрести такую NFT-шечку Southpar'а, да, чтобы внутри игры, опять же, делать улучшения, потому что там после 60 уровня большая часть улучшений будет за Southpar, за эту внутриигровую валюту. Ну, токен внутриигровой, не внешний токен получается. И вот этот вот Southpar, упакованный в NFT-шку, мы с вами продаем и на нем зарабатываем. Средняя цена вот 10 тысяч Southpar получается. Давайте перейдем, посмотрим. Она составляет $35. Ну, сколько я посмотрел видео по, получается, Серафу, да, то здесь в среднем игроки, кто там уже 60 какого-то там, 70 какого-то уровня, в принципе, кто там, ну, и вкладывается немножечко и зарабатывает на маркетплейсах, теоретически говорят, что в день они, ну, фармят около от 500 до 2000 Southpar'ов вот этих. То есть получается, ну, за 5 дней жесткой игры, ну там около 2-3 часов нужно тратить в день для выполнения определенных действий, которые заканчиваются, и все. Ну, то есть теоретически за 5 дней можно $35 заработать. Но это те люди, кто играет в free-to-play, можно сказать так. То есть владельцы NFT-шек зарабатывают побольше Southpar'ов за день. За один выполненную карту, пройденную карту, они там могут и по 2000 Southpar'ов зарабатывать. А таких карт можно проходить несколько за день. Вот, давайте переходить в основной мой аккаунт, покажу, и вы сразу поймете. Привет, Diablo, и наконец-то что-то путевое я нашел для себя, помимо того, что я находил. Мне это нравится, я уже залип тут, по ночам сижу, играю, не высыпаюсь. Давайте переходить.
Ну и да, прежде чем перейти, вы когда, получается, нажмете кнопочку, допустим, ПК Download или Android, да, то будете скачивать, вот ПК Download я скачивал архив весит 8 гигов, получается, архив распаковываете, и там есть лаунчер, получается, лаунчер Seraph, который вот запускается, и по языку английский, азиатских очень много, и есть португальский, если знаете португальский, ништяк. Английский у меня очень тяжело, мне тяжело, я постоянно играю с переводчиком, с телефоном, фото и экран. Что знаю, приблизительно помню по Diablo, то мне помогает, очень помогает. То есть люди, кто играл в Diablo, вам это здесь очень поможет, если вы не знаете английский язык в этой игре. Нажимаем play. И пошла у нас загрузочка. Давайте я экран немножечко растяну. И как только хотел записать геймплей, обязательно начались работы на сервере. И свой геймплей, ну, своего персонажа, да, там, и что я делаю, я показать не могу. Но вот, в принципе, включу вам видосик, тут все понятно. Варвар, Валькирия. И вот примерно так выглядит геймплей. Сразу вы можете увидеть, что это то самое Diablo. Единственное, что здесь поменяли, это у нас поменяли карты, поменяли внешний вид персонажей, немножечко поменяли какие-то скиллы. А в принципе, древо развития персонажа все то же самое. У нас нижняя панель вся та же самая, хпшечка, мана, наши скиллы, наша магия, то есть наши перки. Здесь также инвентарь, вот снизу здесь и еще видно, ну, вот, пролистаю вниз. Также пояс наш, на котором мы ставим бутылечки, ставим наши скроллы, да, свитки, получается, телепортации, тот же самый свиток распознания. Все то же самое, что в Diablo. И если сейчас здесь, ну, включит инвентарик, инвентарь весь тот же самый, в принципе. Ну, давайте вот это попробуем ролик включить на ютубчике, да, будет видно, здесь нет. Все то же самое, что в Diablo у нас. Все те же самые боссы, такая же карта. Также нажимая на тап, у нас она весь экран растягивается замутненно, что мы можем передвигаться прям по карте и смотреть. То есть, в принципе, игра интересная для тех, кто любит Diablo. Если все понравилось, ссылочка будет в описании. Если играете в Seraph, да, напишите в комментариях, какой у вас уже уровень, зарабатываете или нет, сколько примерно выходит у вас там, ну, в день, в неделю, в месяц заработка в Seraph, да. Кому был интересен ролик, будет замечательно, если поставите лайк, подпишитесь на YouTube канал. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.